Здравствуйте! Сегодня показываю вам упражнение, которое мне показал очень известный врач в Республике Беларусь. Это Билан Валерий Иванович. Этим упражнением я в 19 лет перед Олимпийскими играми, у меня была проблема с грыжами межпозвоночными. Я вылечил себе грыжи, и они у меня полностью потом рассосались, потому что это упражнение не на спину, а конкретно на позвоночный столб. Межпозвонками на спине мелкие мышцы закачиваются. Эти мышцы поднимают позвонки, и позвонки перестают друг на друга тереть, и грыжи потихонечку уходят. Как бы ни было странно, самое доступное упражнение оказалось самым надежным лекарем спины. Очень доступное. У кого болит спина, нужно делать 3-4 раза в день, и у вас абсолютно пройдет спина. Забудете, что такое боль в спине. И для профилактики раз в день я, например, делаю, когда болит спина. С утра просыпаюсь, возле кровати у меня всегда стоит табуреточка, ножки закинул на табуреточку, и вот статикой мы лечим спину. Так, еще расскажу про свои травмы, давно обещал. Травм у меня было, в принципе, немного. В основном, вот в 20 лет первые травмы у меня были, это вот две грыжи, одна была 7 мм, другая была 9 мм. И реально на данный момент они исчезли. Вот. Бесследно, ничего не осталось, рассосались. Да, в 14 лет у меня были проблемы с коленями очень серьезные. Вот я вылечил этим упражнением, которое я показываю. Я качаю на тренажере колени постоянно. Вот. Колени должны быть накачаны с запасом. И после Олимпиады у меня начались проблемы с бедром. Я постоянно в погоне за рекордами хотел все время добавить рекорды, гнался. И началось у меня фасциальные разрывы бедра. Фасции рвались, мелкие мышцы, стабилизаторы, как я их называю, предохранители, мелкие эти ткани, они рвались. И в итоге добрался я уже до больших мышц, до четырехглавой мышцы, начали уже потихонечку надрываться места прикрепления четырехглавой мышцы. В итоге я насчитал на МРТ, я 10 раз, по-моему, или 9 или 10 раз у меня была травма четырехглавой мышцы, вот это вот бедро левое. Ну вот, и после этого мне сделали МРТ, но никто не заметил, то, что у меня тазобедренный сустав, вот это вот шаровое, вот здесь вот оно, там сверху уже на кости хрящик такой, и он, видимо, на 1,5 миллиметра, ну или на миллиметр начал стираться, уже начало, как бы говорится, травмироваться, стираться тазобедренная кость. И из-за этого еще больше, видимо, нагрузки начало рваться бедро. Я с 2014 года перестал тренироваться, я думал уже все, если бедро начало стираться, значит это безвозвратно. Думал уже становиться на очередь на замену сустава. Но здесь, как ни странно, ко мне пришел 23-летний спортсмен, перешел, и я ему как-то решил переодеться и размяться и показать технику, как говорится, от первого лица. Вот. И понял, начал разминаться, начал рвать, толкать, и понял, что мне совершенно не болит нога. Видно, за 3 года, я все-таки молодой, мне 29 лет, все прошло, все исчезло. И я вот из-за этого решил возобновить заниматься спортом. Так что упражнения доступны, вот я уже лежу, сколько? Ваня? 4 минуты, 30 секунд. Вот я уже 4:30 лежу, смотрите, на мне уже капли пота. Первые 2 минуты кажется, что упражнение ерундовое, но после 5 минут оно, значит, дает о себе знать. Самое классное упражнение для позвоночного столба.
Используйте, вылечите любую грыжу, я вам обещаю, не одни вы, не один я и много моих друзей. Как говорится, 5 минут прошло, достаточно. Много моих друзей вылечило спину и продолжило тренироваться и жить, и радоваться жизни, потому что многие люди, когда начинаются проблемы, у мужчин начинаются проблемы со спиной, они начинают чувствовать себя очень плохо, и им кажется, что жизнь на этом заканчивается. На самом деле жизнь продолжается, нужно знать методы лечения. Так что лечите спину, и дай вам Бог. Как я говорю, ежедневно 4 подхода на колени делаю. Очень важно. Вылечил колени, не хочу, чтобы они у меня болели. Так что нужно тренироваться. И 4 подхода делаю на наклоны каждый день. Это очень тяжело, очень. Потому что, если честно, мне эти упражнения надоели. Мне от них тошнит. И чтобы не болеть, нужно бомбить. Присел 6 подходов по 3 раза, 180 килограммов. Уже 3-е упражнение. После болезни, после антибиотиков очень сложно себя чувствую, очень тяжело. Но надо все равно тренироваться, потому что я пропустил 4 дня тренировочных. Считаю, что после 3 дней пропуска начинается прогрессирующий регресс силы. Считаю, что больше 3 дней нельзя пропускать. Тогда придется все заново делать. Чуть-чуть. Зря, конечно, что после антибиотиков, вчера только закончил антибиотики, еще начал заниматься. Зря, но а что уже, сколько я в жизни рискую, так что. Советую после антибиотиков некоторое время не тренироваться, лучше выздороветь. Но я же готовлюсь на Европейские Олимпийские игры. Так что надо торопиться, надо в стране золото. Сделал еще жим лежа, наклон на козле. Наклон на козле сейчас сделал последнее упражнение. Потому что я говорил, что не очень люблю это делать. Делаю специально, чтобы защитить спину от травм. Это обязательное упражнение, я терплю, оно не нравится, но делаю. Что считаю про жим лежа. Считайте, что тяжело атлеты чисто эстетически нужно качать грудную мышцу и плюс на грудь брать, чтобы была лучше защищена грудная клетка. Но много лучше не жать, потому что из-за жима лежа начинается движение от себя толчковое. Начинаешь толкать вот так вот. Не четко вверх толкать, а от себя. От того жим лежа лучше часто не делать. Вот. И все, на сегодня достаточно. Хорошо размялся. Завтра, если все будет нормально, если ухудшений не будет по здоровью, начну рвать. Завтра расскажу про рывок. Всего самого